Всем привет! Сегодня начнем делать вот такой дом в русском стиле XIX века в программе Nomad Sculpt. Сделаем основную часть дома без вот этой пристройки. Добавим куб, включим сетку. Изменим высоту куба, сделаем примерно половину клетки. Перейдем вид сверху и изменим размер по Z. Копируем. Изменим разрешение до 0 и утвердим. Сделаем фаску. Замаскируем нижнюю часть и потянем за оранжевый кружок. Очистим маску. Выберем нижнюю деталь, копируем, поднимем вверх и уменьшим по размеру фаски. Поднимем вверх. Копируем. Изменим разрешение до 0 и утвердим. Замаскируем нижнюю часть и потянем за красную точку. Очистим маску. Выберем вот эту часть, скопируем, сожмем по бокам и уменьшим высоту. Скопируем. Изменим разрешение до 0 и утвердим. Замаскируем нижнюю часть и потянем за красную точку. Очистим маску. Включим гизму и выберем вот эту деталь. Утвердим ее и замаскируем там, где будут находиться окна. И дверь. Маска у нас продублировалась на задний фасад. Заходим в параметры маски, где разделить ставим Shell здесь и устанавливаем толщину минус 0,02. Нажимаем разделить. Видим, что появились оконные и дверные проемы. Выберем заполнение. Они тоже имеют свою толщину. И вырежем проемы для стекол. Возьмем инструмент разделить и отделим вот эту дверь. Она у нас стала отдельным объектом. Добавим цилиндр. Уменьшим и повернем по X на 90 градусов. Разрешение сделаем 4. Уменьшим толщину. Повернем на 45 градусов по Z. Добавим проем и изменим размер по размеру дверной рамы. Утвердим. Поднимем вверх, замаскируем верхнюю часть и потянем вниз за зеленую стрелочку. Очистим маску, скопируем
переместим к окошку. Изменим размер по размерам окна. Снова скопируем и перемещаем код к этому окну и изменяем размер. Теперь выберем эту часть дома, включим Gizmo и нажмем Pin. Теперь выбираем эти две рамы, которые мы сейчас сделали, рамки, и добавим отзеркаливание. По оси X эти рамки отобразились по вот здесь. Утверждаем, выбираем совмещение дочерних узлов. Вот эти 4 рамы и дверная рамка. Выбираем их все вместе. Нажимаем «Совместить». У нас по-прежнему выбрана вот эта часть, нажат Pin. И сейчас нам нужно перенести эти рамки на задний фасад. Вот мы их выбираем и добавляем отзеркаливание. Поменяем ось X на ось Z. И эти рамки отобразились у нас по задней части дома. Выберем эту часть и выключим Pin. Здесь нужно утвердить. Выбираем совмещение дочерних узлов. Далее давайте выберем эту дверь, вот эту. Сделаем ее поуже. Для этого ось переместим сюда и потянем за синюю точку. Добавим плоскость. Повернем по X на 90 градусов, уменьшим. Сделаем стекла. Топологию уменьшим до 0 и утвердим. Добавим в материалах, изменим на аддитивный. Копируем. Перемещаем вот сюда на эти окна. И копируем, переместим на дверь. Изменим размер стекла по размеру двери. Теперь добавим цилиндр. Повернем по Y, уменьшим. Изменим топологию разрешения сделаем 4. Повернем по X на 45 градусов. Добавим проем. Утвердим. Скопируем эту ручку. Передвинем вот сюда. Теперь здесь выберем дом, скроем пока. Скроем, еще вот выберем вот эти рамки. С помощью инструмента «Выбрать» выбираем дверь с ручкой и стеклом. Включим Gizmo и ось перенесем вот сюда. Выключаем ось и повернем дверь, приоткроем по оси Y. Давайте откроем то, что мы скрыли, сдали.
Можно включить постобработку, посмотреть, как это выглядит без каркаса. Выберем стекла, скопируем, передвинем вот сюда к этим окнам. Так как эта дверь будет закрыта, то мы можем это же стекло растянуть по всем окнам и двери. Так. Выберем рамки, берем инструменты «Разделить» и отделяем одну из них. Выбираем, скопируем и переместим сюда, на боковую часть дома. Сделаем здесь имитацию двери. Добавим куб. Изменим топологию до 0. Утвердим. Скопируем вот эту ручку. И установим здесь. Теперь выбираем вот эту часть, утверждаем и сделаем вот здесь балконную дверь на балкон 2-го этажа, а здесь окошко, по аналогии с тем, как мы делали двери и окна на 1-м этаже. Дверь и окно 2-го этажа готово. Теперь сделаем обшивку дома доской. Выберем вот эту часть, включим гизму и добавим цилиндр. Разрешение сделаем 4. Включим отверстие, повернем на 45 градусов. Немного увеличим. Уменьшим отверстие, вернее, толщину стенки отверстия. Это будет толщина доски. Далее изменим высоту. И утвердим. Передвинем вправо. Далее замаскируем правую часть и передвинем влево. Очистим маску и переместим вниз. Теперь добавим массив. Сделаем 2 детали по оси Y. Вторая находится тут высоко. Мы ее опустим вниз. И увеличим количество деталей. Сделаем 22. Утверждаем, выбираем Keep Instances. Теперь с помощью инструмента «Выбрать» давайте сначала поменяем материал на аддитивный, чтобы видеть. Далее с помощью инструмента «Выбрать» выберем вот эти вот
доски и сожмем. Возьмем инструмент обрезка. Так, давайте зайдем в меню объектов. Все вот это выберем и совместим. Теперь берем инструмент обрезка, полигон. И выделим область, которую будем обрезать. То есть она должна касаться только вот этих двух досок, которые наискосок находятся. Вот так. И нажимаем на зеленую точку. Доски обрезаны. Можно вернуться, давайте вернемся назад и включим симметрию. Заново изобразим полигон. Нажмем на зеленую точку. Теперь у нас обрезаны доски с обеих сторон. И наверху то же самое. Выбираем полигон и выстраиваем здесь контур, по которому будет обрезано. Поменяем материал на непрозрачный. Теперь берем прямоугольник и обрезаем доски, которые находятся в оконных проемах и в дверном проеме. На втором этаже то же самое. Теперь сделаем крышу. Выбираем вот эту деталь и замаскируем левую грань. Здесь нажимаем «Нет» и «Извлечение». Очистим маску. Вот деталь, которая у нас извлеклась. Мы ее маскируем. Включаем Shell и выбираем толщину 0,15. И нажимаем на «Извлечение». Плоскость замаскированную удаляем. Замаскируем вот этот верхний угол и инвертируем маску. Включаем гизму, ось и нажмем пальцем на верхнюю грань. Переместим ось вот сюда и выключим. За красную стрелочку выровняем по вертикали. И очистим маску. Выйдем из режима соло, включим каркас. Перейдем в вид сбоку и растянем за синюю точку. Опустим немного вот сюда вниз. Включим ось, пальцем нажмем на верхнюю грань и передвинем ось вот сюда. Выключим и потянем за красную точку. Увеличим в длину. Скопируем, включим привязку и поднимем вверх. Теперь выключим привязку и выровняем правый край. Теперь потянем за красную точку, увеличим в длину. Перейдем в вид сбоку, центрируем ось и растянем. Снова включим ось, нажмем на верхнюю грань и выключим. Добавим куб и сделаем на крышу доски. Перейдем в топологию и разрешение изменим до 0.
Утвердим. И добавим массив. По Z сделаем 2 детали. Вторая у нас находится вот здесь. И мы ее перемещаем на левую часть крыши. Увеличим количество деталей. Сделаем 23 детали. И утвердим. Далее выберем все детали крыши, скопируем и переместим вверх, сделаем крышу второго этажа. Повернем параллельно. И расположим вот этот угол по центральной оси. Все детали совместим. Замаскируем верхнюю часть, включим гизму. Так как ось находится не вдоль деталей, нажимаем на ось, нажимаем на верхнюю грань. И вот ось выровнялась, стала вдоль оси, вдоль детали. Выключаем ось и потянем за красную стрелочку. Далее очистим маску. Давайте выберем снова эту крышу и сделаем ее немножко подлиннее, пошире вот так. Теперь выберем вот эту вот часть. Она у нас является центральной частью дома. Нажимаем пин и относительно ее перенесем все наши крыши на правую сторону. То есть выберем с помощью лассо, выбираем вот эти детали и вот здесь. Все это выбрали и добавим отзеркаливание. Утвердим. Сейчас пока скроем. Вот эту деталь выберем и выключим пин. Вот, откроем крыши и сделаем конек. Добавим цилиндр. Повернем по X на 90 градусов. Разрешение сделаем 4. Добавим отверстие и уменьшим размер. Растянем длину. Форма при растягивании изменилась, стала треугольная, поэтому заходим в топологию. Разрешение X изменяем на 4, а Y на 1. Утверждаем. Далее сделаем деталь для декоративной резьбы по периметру крыши. Вид сбоку сделаем. Берем инструмент трубка и путь. Нарисуем линию. Нажмем на зеленую точку и перейдем в режим соло. Вид спереди сделаем. Включим сетку. Каркас пока выключим. Нажмем на профиль и построим фигуру.
Вот есть две точки, они не совпадают, вот эти белые точки. Поэтому давайте их так перетянем одну в другую, совместим, чтобы выровнять фигуру. Перейдем в топологию и увеличим разрешение по оси X. Разрешение по Y сделаем единица. И утвердим. Сделаем потоньше чуть-чуть. И выйдем из режима соло. Ту деталь переместим вот сюда под крышу и уменьшим. Скопируем ее и копию пока скроем. Нажмем на ось, перенесем ее в верхний левый угол. Выключаем. И повернем по Y. Добавим массив. По оси X отобразилась вторая деталь. Передвинем ее вот сюда. И увеличим количество деталей. Утвердим. Выберем совмещение дочерних узлов. Включим ось и нажмем пальцем на торец детали. И передвинем влево. Выключаем. Копируем. И повернем по X вот сюда. Откроем деталь, которую мы копировали и скрыли. И поднимем вверх под крышу второго этажа. Повернем по Z. Замаскируем нижнюю часть. И потянем вверх за синюю стрелочку. Очистим маску.
и добавим массив. По оси X отобразилась вот здесь вторая деталь. Мы ее сдвигаем в левую часть крыши и увеличим количество деталей. Утвердим. Выберем вот эту деталь, включим сетку. Центр дома находится вот здесь. И до этого центра растянем нашу деталь за зеленую точку. Теперь выберем крышу, нажмем Pin, выберем вот эти две детали и добавим отзеркаливание. Сделаем отзеркаливание сначала по оси Z. Утвердим. Keep Instances. Да. Теперь еще добавим, сейчас у нас выбраны вот эти детали. К ним добавим верхнюю и добавим отзеркаливание по оси X. Утвердим. Выберем Keep Instances. Здесь немного не хватает длины детали, потому что мы видим, что есть промежуток между ними. Вот эта деталь. Выключим пин и увеличим немного в длину. И с другой стороны у нас то же самое. Значит, выбираем вот эту деталь и тянем за зеленую точку. Сделаем вторую линию узора. Выбираем вот эту деталь, включаем гизму и добавим цилиндр. Повернем по X, уменьшим. В топологии Y и Z сделаем единицы и утверждаем. Берем инструмент «Выбрать маску», полигон, и выстраиваем область, которую нужно замаскировать. После этого нажимаем на зеленую точку. Включаем гизму и тянем вверх за красную стрелочку. Очистим маску. Добавим массив. По оси Z у нас появилась вторая деталь. Перемещаем ее вот сюда.
и увеличиваем количество деталей. Делаем так, чтобы вот одна деталь находилась посередине вот этого рисунка, вот этой детали. Утверждаем. Включаем ось. Переносим ее вот сюда. Выключаем. Копируем. И поворачиваем по иксу. Потянем за зеленую точку, выровняем эти детали по центру нижних деталей. Теперь возьмем вот эту деталь, скопируем и переместим на крышу второго этажа. Повернем по Z. И растянем длину. Теперь выберем вот эту часть, копируем. Поднимем вверх. Выровняем по вертикали. И расположим под крышей. С помощью синей точки отрегулируем положение этих деталей так, чтобы они были симметрично вот этим, для вот этих деталей. Копируем. И располагаем вот здесь. У нас еще не хватает тут нескольких деталей. Скопируем еще раз. Передвинем вот сюда. И лишние детали обрежем. Далее выберем эти детали все и совместим. Выберем крышу, включим гизму и нажмем Pin. Выбираем вот эти детали и добавим отзеркаливание по оси Z. Утвердим.
Теперь выберем эти же детали и плюс вот эту линию. Вот у нас они выбраны. И добавим отзеркаливание по оси X. Утвердим. Вторая линия узора готова. Выключим пин и сделаем узор третьего ряда. Для этого сначала выберем второй ряд, нажмем на три точки «Отделить». Выбираем вот этот зубчик, включаем ось и нажмем пальцем на торец. Таким образом мы выровняли ось вдоль детали. Выключаем и добавим куб. Вытащим его из группы, выберем всю группу и совместим. Уменьшим. Перейдем в топологию и сделаем разрешение по x единица, по y единица, по z 0. Утверждаем. Замаскируем вот эту линию вертикальную, инвертируем маску и переместим вот сюда. Очистим маску и замаскируем вот этот вот квадрат. Далее перейдем в параметры маски, где у нас разделить, поставим действие закрытия маска нет, действие закрытия без маски заполнить. И посмотрим вот в этом разделе, здесь в настройках должна быть выключена галочка. Нажимаем разделить. Часть, которая у нас отделилась, удаляем. И у нас вот остается такая деталь. Переместим ее сюда. Добавим массив. По Y вторая деталь вот здесь. Перемещаем ее. Вот сюда. И увеличиваем количество деталей. Утверждаем. Нажмем ось. Изменим ее положение. Скопируем и повернем по X. Потянем за... Так, давайте сначала переместим вот сюда и потом потянем за зеленую точку.
И далее продолжим делать этот узор по аналогии с тем, как делали узор второго ряда. Узор третьего ряда готов. Продолжим делать резьбу. Выберем конек и добавим плоскость. Перейдем в режим соло и импортируем референс. Уменьшим разрешение так, чтобы у нас рисунок по толщине линии совпадал с размером клеточки. Вот 50, разрешение 50 как раз этому соответствует. Но нам нужно, для того, чтобы легче было закрывать маской вот эти вот рисунок, нужно, чтобы укладывалось две клеточки. Поэтому делаем разрешение 100 и утверждаем. Включим трансформацию референса и откорректируем, чтобы он четко попадал по сетке. Центральная полоска занимает 3 клеточки, остальные 2. Берем инструмент «Выбрать маску», включаем симметрию и прямоугольник. Маскируем. Горизонтальные сделали, теперь вертикальные. Готово. Перейдем в параметры маски, включаем Shell и выбираем толщину плюс 0,1. Нажимаем на извлечение. Выключим эталонное изображение. Выберем плоскость и удалим ее. Получилась вот такая вот резьба. Выходим из режима соло. Уменьшим по размеру крыши. Перенесем вперед, чтобы было видно. Еще уменьшаем. И сдвигаем вглубь. Вот здесь у нас появилось наложение деталей. Давайте обрежем лишнее. Включаем симметрию, прямоугольник и обрезаем. Далее выберем конек, включим гизму и добавим плоскость. Уменьшим ее. Утвердим. Перейдем в режим соло. Включим мультиразрешение и нажмем 4 раза на подразделение. Возьмем инструмент маска. Штрих установим сюда. В альфу загружаем, импортируем референс. Масштабирование уменьшаем до минимального значения. Выключим симметрию. Установим стилус в центр плоскости и растянем изображение. Пару раз нажмем на резкость. Толщину Shell установим 0,2. Включим сглаженность. Здесь Shell и нажимаем на извлечение. Плоскость удалим и выйдем из режима соло.
Добавим плоскость. Утвердим. Включим мультиразрешение и 4 раза нажмем на подразделение. Берем инструмент маска, загружаем новый референс, выключаем симметрию. Устанавливаем стилус в центр плоскости и растягиваем изображение. Два раза нажмем на резкость. Откроем параметры маски. Сделаем толщину 0,4 и знак плюс-минус. Нажимаем извлечение. Теперь выберем плоскость и удалим. Уменьшим лошадок. И давайте еще вот эту деталь дублируем на задний фасад. Выберем крышу, включим гизмо и нажмем пин. Теперь выбираем вот эту деталь и добавим отзеркаливание по оси Z. Утвердим, выберем совмещение дочерних узлов.